без обид, бро, просто мне тебя заказали. Сегодня в выпуске. Почему вы можете стоить несколько миллионов, а кто-то 10 коров? Кем надо быть, чтобы вас не убил киллер? Как государство возвращает потраченные средства? И почему человек — это новое золото? Всем привет, со слова я Вечерний. Сколько вы стоите? Ну, в плане, сколько вы бы себе дали? 10 миллионов? 100 миллионов? А может 52 миллиарда? Ну, а может быть 1 триллион фунтов стерлинга? Кто-то, конечно же, скажет, что у них будет продаваться и себе нисколько не даст. Ну а что, если я вам скажу, что вас уже почитали, и вы можете почитать свою стоимость сами? Присаживайтесь поудобнее. Поехали. Стоит начать с того, что вы живой организм. Следовательно, вы из чего-то, но состоите, а именно из органов, которые можно продать. Возьмем и начнем разбирать человека. Глаза обойдутся в плюс-минус $5000. Поджелудочная железа примерно $70 тысяч. Костный мозг за 1 миллилитр в $23 тысячи. А в человеке их примерно 4 литра. Легкие $20 тысяч, но курильщика дешевле всего 16 тысяч. Печень 120 тысяч, но печень алкаша дешевле 96 тысяч. Сердце 250 тысяч и почки 70 тысяч. Если все посчитать, то мы можем получить от 1 до 5 миллионов долларов. Но органы есть органы. А как же прочее то, что мы можем продать в своем теле? Ну, например, $15 за 10 квадратных сантиметров кожи. А волосы, ну, почти никому не нужны. Особенно русые и черные. Хотя светлые можно продать за $1000 за полметра. Кровь за 400 миллилитров $35. Так, хорошо. Ну а какой итог? Ну, много. Очень много. С учетом то, что ты здоровый человек, не пьешь алкоголь, не куришь, не употребляешь наркотики, везешь здоровый образ жизни. Мы в лучшем случае получим $38,5 миллиона. Или же почти 4 миллиарда рублей. Это с учетом костей и прочего. Но мозг, он никому не нужен. Даже если вы вундеркинд с миллионом IQ. Но органы это одно. Но ведь есть и другие критерии посчитать вашу жизнь. Например, с точки зрения государства. В США, в КНДР и в некоторых других государствах, где есть смертная казнь, ваша жизнь стоит 1 удар молота. Да, 1 удар молота, и ваша жизнь на этом заканчивается. Но там, где ее нет, ваша жизнь может стоить сущие копейки. За погибшего солдата ВСРФ в зоне спецоперации на Украине заплатят от 2 до 5 миллионов рублей. Или же 2-5 тысяч долларов. Мало. В США, к слову, от 50 до 400 тысяч долларов. Умножайте на 100, если кому-то интересно, сколько это в рублях. Справедливости ради, такая маленькая цена солдата ВСРФ это за простого рядового. За офицера и тем более генерала цена выше. Цена повышается за военную учетную специальность. Кажется, уже какая-то несправедливость, но нужно понимать, что генерала сложнее заменить, нежели обычного стрелка. Также связист намного ценнее обычного стрелка. Из этого получается, что солдат в окопе это самая опасная военно-учетная специальность, которая к тому же и малооплачиваемая, нежели связист-тыловик, за которого и больше дадут, но и ценнее он в несколько раз. Но некая несправедливость есть и в мирное время. Помните ковид? Так вот, врачам приходилось выбирать, кого спасать, а кого нет. Но по каким параметрам? Смотрите, вот мужик 30 лет и мужик 55 лет. Спасали, понятное дело, первого, поскольку он может прожить еще много, а вот мужчина 55 лет не факт, что проживет еще лет 5 хотя бы, учитывая продолжительность жизни в России. Все очевидно. Да, есть несправедливость, но нужно понимать, что человек это новое золото, в которое государство инвестирует и хочет деньги получить назад с помощью налогов. А сколько платит человек налогов? Говорю за Россию. Если ты хороший налогоплательщик, то ты даешь 13% НДФЛ, плюс от 10 до 20% НДС, плюс пенсионный фонд 22% и прочее. И без учетов акциза на алкоголь, сигареты, а также за автомобиль. Среднестатистический россиянин платит от 61 до 76% налогов. Да, если мы будем работать на низкооплачиваемой работе, то до 65 лет, если вы мужчина, а если женщина, то до 63. Мы с легкостью окупим те деньги, которые в нас инвестировало государство. Но сколько оно инвестирует в нас? Ну, тоже немало. И это тоже можно рассчитать. Смотрите, с одного обучающегося в школе государство платит примерно 40 тысяч рублей. Умножаем на 9 или на 11, смотря после какого класса вы уходите, и получаем уже немаленькую сумму. Добавьте еще затраты на колледж. Это где-то 60 тысяч в год.
умножаем от 3 до 5 лет, в зависимости от специальности. Плюс от 63 до 112 тысяч за университет, умножаем на 4-6. Умножаем от 4 до 6 лет. А также 48 тысяч рублей за 1 год детского сада. И это без учета 1 года армии для мужчин, разумеется. Справедливости ради, если вы уходите после 11 класса, вам не обязательно идти в колледж, а вы сразу же вы можете идти в университет. Но все равно, государство готово инвестировать много в одного человека. Но, как правило, до 65 лет мы запросто возвращаем все государству. Даже если вам платят пособие по инвалидности и, так сказать, воспитательные пособия, это когда у вас ребенок с ДЦП или подобным заболеванием. К слову, пособие по инвалидности составляет 3000 рублей за 3-ю степень, 6000 за 2-ю степень и 12 тысяч за 3-ю степень. Но если ребенок с детства, то 17 тысяч за 1-ю степень, а за 2-ю 7600. Это в рублях, если что. Для России, в принципе, это неплохие деньги. Естественно, вот что даже с учетом этого государство все равно в плюсе, поскольку государство придумало все наперед. Важно отметить то, что если вы служащий в силовых структурах, то бишь в МЧС, в СРФ, в структурах МВД, то вы уже после 35 лет получаете пенсию. Но поверьте, даже в таком случае государство в плюсе, поскольку не забывайте про НДС. Отсюда получается, кстати, что люди, ведущие здоровый образ жизни, самые невыгодные для государства личности, поскольку они не платят акцизы на алкоголь и сигареты, так еще и живут намного дольше, из-за чего и приходится намного дольше и больше платить пенсии. Но есть критерии другого плана. Помните выплаты за погибшего солдата? Служащему в МЧС сумма немного другая, а именно 2 854 000. А за полицейского или силовику сумма уже 5 800 000. Да, за солдата 2 миллиона, а силовику 5 800 000. Есть некая несправедливость, но про это позже. Но платить не только за смерть военным, но и работникам на производстве. Варьируется в диапазоне 1 000 000 рублей. Платить не только работникам завода, но и других отраслей. А вот США во время трагедии 11 сентября семьям, например, банкиров выплатили в районе 7 миллионов долларов. В свою очередь пожарным, которые пошли спасать этих самых банкиров, выплатили плюс-минус 500 000 долларов. Да, несправедливо, но государство думает не морально-бытовыми принципами, а мышлением выгоды. Смотрите, логично, что банкир и зарабатывает больше, да и ценнее знаниями, а пожарные этого не имеют, из-за чего он менее выгоден как в финансово-налоговом эквиваленте, так и специализированном. Ну ладно, есть же и исторические примеры. Например, Россия с крепостным правом. Крепостной крестьянин стоил примерно 40 рублей. Того времени, разумеется. Много это или мало? Ну, например, как целая ферма. Женщина-крестьянка 10 рублей, это как амбар хлеба, а дети по 5 рублей. Такая маленькая цена обуславливалась тем, что ребенка нужно было еще воспитать, обучить и так далее. А он мог еще и заболеть. Но расчет был за простолюдина, разумеется, поскольку цена росла за умение читать, писать в человеческом возрасте, а главное за специальность. Если вы парикмахер, повар, то ваша цена возрастала вкратно. Вы стоили уже не 40 и не 300, а как минимум 500 рублей, а то и все 10 тысяч. Плюсом являлась этой системой, что крепостной это не раб. Ну, вернее, не совсем раб, поскольку раб в Соединенных Штатах это как стул, стол, холодильник. То бишь раб в США это собственность. Следовательно, хозяин мог с ним сделать все, что угодно. То есть раба в США варьировалась от 125 до 380 долларов того времени, если что. В отличие от раба в США, крепостной был защищен законом. За плохое отношение к крепостным применялось уголовное наказание, а за убийство уж тем более. К слову, крепостной мог себя еще и выкупить. Примерно за 25 000 рублей. Это цена целого поселка, если что. После выкупа семья становилась просто свободными людьми. Да, конечно, что рабство, что крепостное право это одинаково плохо. Хорошо, что рабство сейчас запрещено во всем мире. Хоть и существуют современные рабы, как рабочего, так и сексуального характера. Если верить интернету, то по данным 2021 года сейчас в рабстве находится 50 миллионов человек, что не может не огорчать. Современные рабы стоят в области 20-50 тысяч рублей, или же 210-523 доллара. Но рабство это понятно, но цена человеческой жизни может быть и другим. Переходим на темную сторону интернета. Да, речь идет о наемном убийстве. Расценки разные, в зависимости от способа убийства. Например, классическое убийство будет стоить примерно 20-25 тысяч долларов. С инсценировкой примерно 30 тысяч долларов. С отравлением где-то так же, но без возможности определения яда уже подороже. 100 тысяч долларов. А вот убийство с похищением обойдется уже 200 тысяч долларов. Разумеется, что цена за простого человека, цена за чиновника, полицейского, человека с охраной, прочие важные персоны, да хоть обычного полицейского уже будет выше. Если вы имеете оружие, то и убийство ваше обойдется дороже. А если вы крупный чиновник, министр, да хоть президент наконец, то за вашу голову вообще никто не возьмется. Но если найдется такой безумец, то поверьте, сумма будет очень большой. Ну ладно с этими убийствами, ведь жизнь можно расценить не только убийством и закрепощением, но и созданием. Создать новую жизнь или же родить, тут все намного сложнее, поскольку это зависит от страны, в которой вы находитесь
находитесь. Но в России это бесплатно. Но поговорим об интересном, а именно о суррогатном материнстве. Расценки этого разные. Например, в РФ от миллиона. В США не дороже, 15-20 тысяч долларов. Для незнающих, суррогатное материнство — это когда вы рождаете ребенка за другого человека. Но это биологически, а юридически это подороже. Хотя не всегда. Что значит юридически? То бишь, переродиться документально. Что было легче? По паспорту вы Вольфович Александр Максимович, а станете Петренко Игорем Васильевичем. Финансовая разница будет заключаться в качестве подделки, а также будет ли документ внесен в реестр. Качественная подделка нужна тем, кто не планирует оставаться в стране, а хорошая подделка с носом в реестр тем, кто планирует остаться в стране. Начнем по расценкам. В России нам нужно: первое, паспорт. Расценки разные. Без носа в реестр от 15 до 50 тысяч рублей, а с носом в реестр уже все 250 до 600 тысяч рублей. За свидетельство о рождении без вноса в реестр от 10 до 15 тысяч. С носом от 25 до 50 тысяч. Получить поддельный аттестат об окончании колледжа или университета от 11 до 15. Но если вы не хотите утруждаться с этим, то вы можете получить удостоверение рабочей специальности за 3000 рублей. Но вот хороший аттестат обойдется в 200-500 тысяч рублей за оригинал. Но это как минимум. Но вот за справку об обучении 11 тысяч. Правда, это подделка. За водительские права не оригинал от 5 до 15, а за оригинал 25 тысяч. И главное, военный билет. За подделку это 5-10 тысяч, а за оригинал 115-300 тысяч. Итог. Подделка минимум от 46 до 38 тысяч, а как максимум 115 тысяч. В среднем 45-70 тысяч, а за оригинал от 600 до 800 тысяч. Но если вы хотите прям максимально хорошие и качественные, то от 1 миллиона 200 тысяч, вплоть до 2 миллионов. Хотя и это даже не предел. Но юридически можно не только родиться, но и умереть. Такая процедура может стоить 25-50 тысяч рублей. Но кому это надо? Ну, например, юридически умереть, перед этим набрав всяких долгов и кредитов, и создать новую личность, но уже при деньгах. Да, несправедливо это все. Кто-то стоит 1 миллион рублей, а кто-то 7 миллионов долларов. Кто-то за смерть на фронте получит от 2 до 5 миллионов рублей, а за охрану режима не на фронте 6 миллионов рублей. Рядовой стоит 2 миллиона рублей, а офицер, который, возможно, даже на фронте не будет, стоить кратно больше. А генерал, даже который на фронте не бывает, получит при этом больше офицеров в разы. В тылу ты стоишь дороже, нежели в горячей точке. Если вы простой человек, убийство ваше обойдется всего в 25 тысяч долларов. А если ты чиновник, то больше. А если ты крупный чиновник, то за вас вообще могут не взяться. Действительно, когда ты смотришь, что кто-то стоит 7 миллионов долларов, а кто-то всего 50 тысяч, то на первый взгляд кажется, что просто самая обычная несправедливость. Если бы это видео делал коммунист, то он винил бы в этом капитализм, само существование государства. Но нет, при коммунизме цена человеческой жизни измерялась бы в картошке да коровах, прям как в Африке. Но виноват в этом человечность. Только когда изменится человечность, изменится и мир. Всем до скорого.